Карл Густав Юнг – это не просто выдающийся психолог, это глубоко мыслящий философ, который одним из первых сумел увидеть и принять тот факт, что каждая форма невроза, каждое состояние депрессии не следует воспринимать исключительно как трагедию или нечто разрушительное. Напротив, он рассматривал эти внутренние трудности и психические кризисы как уникальные и важные возможности для расширения и углубления нашего сознания, для того, чтобы человек мог выйти за пределы привычного восприятия мира и самого себя. Юнг был убежден, что путь к осознанности и гармонии начинается именно внутри нас, через глубокое понимание своей собственной природы, своих страхов, сомнений и скрытых желаний. Он подчеркивал, что внутреннее путешествие – это не просто метафора, а реальный процесс, в ходе которого человек постепенно раскрывает свои внутренние слои, сталкивается со своими теневыми сторонами и теми аспектами личности, которые обычно остаются в тени сознания. Таким образом, по Юнгу, каждое переживание, которое кажется болезненным или деструктивным на первый взгляд, на самом деле содержит в себе потенциал для роста, исцеления и преобразования. Это взгляд, который помогает изменить отношение к собственным страданиям, не видеть в них конец пути или поражение, а воспринимать их как этапы важного личностного развития. Поэтому его учение побуждает нас начать наше внутреннее путешествие с честного взгляда на себя, с признания и принятия всех частей своей личности, что в конечном итоге ведет к более глубокому пониманию и осмыслению своей жизни и мира вокруг. Не стоит пытаться удержать человека, который решил уйти от тебя, принуждать или задерживать его силой своих желаний и эмоций. Если кто-то выбирает покинуть твою жизнь, то отпусти его с пониманием и без сопротивления, потому что именно в этом проявляется настоящая свобода. Когда ты открываешь свое сердце и даешь пространство для ухода, ты освобождаешь место для тех, кто искренне готов прийти к тебе, кто хочет быть рядом без условий и лишних оков. Эта простая, но глубокая истина напоминает о том, что истинные отношения могут возникнуть только тогда, когда есть принятие и отсутствие насилия над выбором другого человека. Свобода, уважение и доверие – это ключи, которые раскрывают дверь настоящим встречам, а те, кого действительно предназначено встретить в твоей жизни, придут именно тогда, когда ты перестанешь держаться за тех, кто решил уйти. Всякая попытка насильно удержать ускользающего лишь мешает и закрывает возможность доброй и искренней связи с теми, кто искренне желает быть рядом. Таким образом, отпуская ушедших, ты создаешь пространство и возможность для подлинных, глубоких и наполненных взаимностью отношений, которые могут стать настоящим подарком судьбы. Каждый раз, когда мы видим в поведении или выражении лица другого человека проявление раздражения, гнева или недовольства, на самом деле мы смотрим не просто на внешнее проявление эмоций другого, а словно заглядываем в зеркало, отражающее состояние нашей собственной души. Эти моменты, когда чужое раздражение вызывает в нас отклик, становятся своеобразным индикатором, позволяющим нам глубже понять, что именно происходит внутри нашего внутреннего мира, какие чувства, мысли и переживания кроются в глубине нашей сущности. Ведь именно благодаря таким отражениям мы можем осознать свои истинные эмоции, распознать скрытые внутренние конфликты или напряжения, которые иначе могли бы остаться незамеченными для нас самих. Таким образом, чужое раздражение приобретает для нас значение не просто реакции на внешние обстоятельства, оно становится ключом к самопознанию и пониманию того, что происходит в нашем душе, напоминая нам о важности внимательного и чуткого отношения к собственным внутренним ощущениям и переживаниям. Быть одаренным – это не просто случайное получение какого-то уникального дара или способности, которые выделяют человека среди остальных. На самом деле, это гораздо глубже и значительнее. Одаренность подразумевает наличие особой возможности, благодаря которой человек способен не только реализовывать свои таланты, но и отдавать миру частицу своей уникальной сущности, своего внутреннего света и тепла. Это шанс влиять на жизнь окружающих, вдохновлять их, пробуждать в них новые идеи, чувства, стремления и мечты. Быть одаренным значит стать не просто обладателем дара, а тем, кто может служить источником вдохновения и силы для других, кто способен сеять зерна творчества и надежды, побуждая людей вокруг к росту и переменам. Такой человек не только творит для себя, но и делится своим внутренним богатством, расширяя горизонты восприятия и побуждая мир вокруг к преображению. В сущности, одаренность – это не конечный пункт, а начало пути, ведущего к тому, чтобы стать живым примером, маяком для всех, кто ищет свет и смысл в этом огромном и сложном мире.
Когда сталкиваются две уникальные личности, их встреча превращается в нечто похожее на сложный и увлекательный химический эксперимент. Каждая из них приносит с собой свои уникальные качества и особенности, и как только между ними возникает даже самая незначительная искра взаимодействия, начинается настоящий процесс преобразования. Эта миниатюрная, но важная реакция способна изменить не только восприятие и внутренний мир каждого из участников, но и влияет на окружающий их мир, трансформируя его. Совместное присутствие двух людей запускает цепочку взаимных изменений, которые затрагивают их мысли, чувства и взгляды на жизнь, в результате чего появляется новый смысл и новые возможности для обоих. Таким образом, встреча двух индивидуальностей становится мощным катализатором перемен, влияя как на внутренний ландшафт каждого, так и на внешнюю обстановку, в которой они существуют. Самое тяжелое бремя, которое порой ложится на плечи детей, это та жизнь родителей, прожитая ими не полностью, наполненная нереализованными мечтами, упущенными возможностями и несбывшимися надеждами. Это невидимое наследие, словно тяжелые невидимые стены, окружающие и сжимающие, душащие своим давлением и не дающие свободно дышать и развиваться. Дети, порой совершенно непреднамеренно, оказываются словно пленниками чужих болезненных воспоминаний и сожалений, вбирая в себя те чувства и переживания, которые родители не смогли прожить, не смогли выразить или отпустить, и это становится их невидимым, но тяжким грузом. Эти невозведенные стены не просто символы прошлого и препятствия на пути к счастью, они как будто обрекают будущие поколения на повторение тех же самых ошибок, страхов и утрат. В результате дети могут ощущать, будто они ходят по давно затоптанной дорожке судьбы, где уже давно все предрешено, где воздух кажется тяжелым, а пространство слишком узким, чтобы раскрыть свои собственные крылья. И хотя дети не выбирают этот груз, от него не просто избавиться, ведь он непроизвольно передается с родительскими взглядами, словами и молчанием. Все это становится частью внутреннего мира ребенка, наполняя его сомнениями, тревогами и сдержанностью. В итоге жизнь напоминает застылую комнату с плотными стенами, между которыми порой едва хватает воздуха, чтобы сделать глубокий вдох, чтобы почувствовать себя свободным и живым. Этот невидимый барьер сковывает, мешает раскрыть свою истинную сущность, и даже желание идти вперед нередко упирается в невидимую преграду, которую дети не смогли выбрать и выразить, но которую им приходится нести вместе с собой. Так непрожитая жизнь родителей становится испытанием, которое дети вынуждены пройти, чтобы, быть может, однажды сломать эти стены и задать новую, свободную ноту в собственной судьбе. Твой взгляд, устремленный на внешний мир, словно волшебная мечта, уводит тебя в бескрайние просторы воображения. Но стоит только заглянуть внутрь, в глубины собственного сердца и души, как происходит настоящее пробуждение, словно луч света, рассеивающий тьму. Настоящее, живое и ясное видение, способное поведать тебе истинные смыслы и скрытые истины, рождается именно там, из самого центра твоего внутреннего мира, откуда исходит сила и понимание самого себя. Именно внутренняя глубина становится источником настоящего прозрения и осознанности, которые не подвластны никаким иллюзиям внешнего мира. Одиночество – это не просто отсутствие людей вокруг, это скорее чувство отчуждения, которое возникает из-за невозможности найти тех редких и ценных собеседников, с кем можно действительно говорить о самых важных, глубинных и значимых для души вещах. Это словно оказаться на огромном пустом пространстве, где вокруг много лиц, но ни одного, кто понимает твои мысли и чувства. Когда твои мысли, идеи и переживания оказываются чуждыми окружающим, когда нет возможности найти собеседника, способного по-настоящему услышать и разделить твои взгляды, мир вокруг начинает казаться безжизненным и пустым, как будто в нем нет смысла и тепла. В такие моменты одиночество становится не просто физическим состоянием, это внутреннее ощущение изоляции и непонятности, которое глубоко проникает в сердце и разум. Невозможно встретить полностью психически здоровых людей, потому что настоящее и подлинное психическое здоровье заключается не в том, чтобы всегда оставаться неизменным или демонстрировать перед окружающими образ безупречности и совершенства. Истинное здоровье проявляется в способности человека осознавать свои внутренние трудности и недостатки, готовности открыто признавать свои проблемы и лечиться от них, а также в умении непрерывно меняться, развиваться и совершенствоваться как личность. Маска идеального и непогрешимого человека лишь скрывает за собой настоящие переживания и внутреннюю борьбу, тогда как подлинное психическое здоровье предполагает не состояние застывшего идеала, а динамичный процесс роста и самосовершенствования.
Только благодаря этому постоянному движению вперед, через преодоление сложностей, поиск решений и адаптацию к новым обстоятельствам, человек может на самом деле быть здоровым в психологическом плане. Наше существование неизменно переплетается с прошлым и будущим, оно живет в непрерывной цепи времени, где мы стоим как связующее звено между теми, кто жил до нас, и теми, кто еще только появится на свет. Те, кто пришел раньше, оставили нам бесценное наследие – опыт, знания, традиции и память, которые формируют основу нашего настоящего. В то же время мы несем ответственность перед теми, кто придет после нас, за то, каким миром они будут дышать, какими ценностями смогут руководствоваться и каким путем пойдут. Наши жизни – это не просто одиночные, обособленные истории, а живой, подвижный мост, который соединяет разные эпохи, разные миры, переплетая воедино то, что было, с тем, что будет. Этот мост требует дыхания, заботы и внимания, ведь именно через него движется время, и именно здесь расположено наше настоящее, пространство, в котором мы ощущаем свою связь с прошлым и ответственность за будущее.